Семейная жизнь для тысяч женщин в Центральной Азии выглядит примерно так. Но выносить ссоры из избы в азиатских семьях не принято. Это тут называют уят, то есть стыдно. Проходите, пожалуйста, здесь свободные места есть. Проходите. Кто там возле входа стоит? Проходите вот сюда. После завершения дела султанат общество словно разделилось на несколько частей. Одни уверены, что процесс над Бишимбаевым навсегда снял табу с темы семейного насилия. Другие, наоборот, считают, что шум скоро затихнет и все вернется на круги своя. Азиатские традиции и семейный уклад одним публичным наказанием не изменить. В нашем кыргызском обществе уже не уят как таковой, а бессилие, недоверие к правоохранительным органам, к судам, которые должны были бы защищать. После дела султанат видеообращений от жертв домашнего насилия появляется все больше. Среди поделившихся своими историями и жены других политиков, и обычные девушки. Мой супруг, советник посла ВОА Республики Казахстан, вчера меня избил. И мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Ибрагимов Ринат систематически, регулярно, неоднократно на протяжении 11 лет нашей совместной жизни в присутствии наших детей избивал меня, истязал. Муж говорил, что из-за меня тратит много денег на милицию. Родственники, никто мне не мог помочь. В некоторых странах Центральной Азии не первый год введена криминализация семейного насилия, но количество избитых жен не уменьшается. Чувствуя свою безнаказанность, мужья становятся еще более жестокими. Ну вот здесь ребенок, мама на консультацию, потом ребенка возьмут на консультацию. Ребенка лицо не надо показывать. Вот он сидит, это у нас консультация. Бибюсара Рыскулова – легенда Кыргызстана. Она одна из первых в республике начала серьезно заниматься вопросами психологической помощи жертвам семейного насилия. В конце 90-х создала кризисный центр «Сизим», что в переводе означает «чувство». Объявления вешали, в автобусах вешали, чтобы к нам люди шли. По домам ходили наши сотрудники, собирали былую одежду. Сейчас-то их навалом, тогда в 90-х годах. И потом, когда приходили, мы, чтобы заинтересовать, это давали. Среди стран Центральной Азии Кыргызстан ввел криминализацию самым первым. В 90-х был принят и закон об уголовной ответственности за семейное насилие. Но, как показывает растущая с каждым годом статистика, на положение дел это никак не отразилось. В последние годы официально регистрируется более 10 тысяч случаев домашнего насилия. В реальности цифра гораздо выше. Да у нас каждая третья женщина бесправная, которая не зарабатывает деньги, дома сидит и только с открытым ртом сидит, когда покормят, когда дадут, и все. Сезім Барбару, саламатсыз болып жатам. Только на следующей неделе могу записать. Сможете подойти? Иногда обижаются. Вы вот вчера разговаривали, почему не можете принять? Потому что, пардон, извините, весь Кыргызстан же не можем, да, к нам со всех сторон объявили. Онлайн-консультацию. У нас профессиональные психологи, юристы, адвокаты. Выбираем, когда, знаете, это, в первую очередь жертву торговли людьми, когда уже действительно. Или вот иногда звонят, он меня убьет или я убью, да. Мы сейчас стараемся, чтобы не женщины убегали, да, а мужчин, чтобы выгоняли, потому что это очень дорого, и для нашей страны тоже это неподъемные средства. Этой весной в Кыргызстане был принят закон о некоммерческих организациях, аналогичный российскому. Если они финансируются на средства западных доноров, то их признают иноагентами. И поэтому кризисный центр, который почти за 30 лет своей деятельности помог десяткам тысяч кыргызских женщин, теперь может столкнуться с проблемой финансирования. Тогда у нас встреча была с вице-премьером Вайсаловым. Мы задавали вопросы, сказали, вы социальные проблемы работаете, в политику не лезете. Я сказала, политика не только же выборы. Если я завтра хочу на пикет выйти,
Потому что действительно прокуратура, следственные эти неправильно работают. Ну, со мной еще люди выйдут. А там же написано. Ну, в общем, они сейчас право применения этого закона пишут. В день сюда поступает не менее 50 обращений. Если ситуация сложная, тогда женщину отправляют в так называемый шелтер. Его местонахождение строго засекречено. Я очень благодарна кризисному центру. Они подарили мне свободную, счастливую, спокойную жизнь. Я обрела тут силу и стала верить, что у меня все получится. Айзат сбежала от мужа год назад. Говорит, что хотела покончить жизнь самоубийством. Не могла больше терпеть побои и унижения. Ради детей собрала все силы, и однажды они уехали. Теперь в этой небольшой комнате живет она и все ее 5 детей. Даже если выглядит так, что тут очень тесно, для нас эта комната очень просторная. Если честно, у нас на такие случаи вообще не обращают внимания. Когда я обращалась в милицию, меня не защищали. Я не знала про охранный ордер, только тут о таком узнала. А ведь они могли бы мне его там выдать и защитить меня. Сколько девушек сейчас свою жизнь суицидом заканчивают? В селах про психологию вообще ничего не знают. Я тоже не понимала. Только когда начала работать с психологом, я поняла, какой жизнью жила и какой могу жить. Ты не права, ты истеришь, ты неправильно себя повела, ты задержалась, ты не ответила на мой звонок, ты виноват. И вот это чувство вины больше удерживает в отношениях. Ну, то есть там есть некая иллюзия. Я вот сейчас исправлюсь, и снова все будет хорошо. В течение этого года Айзат не только работала с психологами, но и окончила курсы поваров и отучилась на байера. В кризисном центре она живет бесплатно. Ей помогли устроить детей в школу, каждый день выдавали продукты. Все деньги, которые она зарабатывала от уборки подъездов, женщина тратила на свое образование. Дети мне помогают подъезды убирать. Муж звонил и говорил: давай жить вместе, тебе, детям все куплю. А дети говорят: мама, не надо, он тебя убьет. Они говорят: нам его дом не нужен, мы вырастем и сами на дом заработаем. Здесь они спокойно спят, никто не ссорится, они чувствуют тут себя как дома. На следующий год Айзат планирует переехать на съемную квартиру. Здесь комнат не хватает, и поэтому на 1-м этаже центра живут женщины, которым дается месяц, чтобы найти себе новую жилплощадь. Чаще выручают родственники. А на 2-м этаже всего 3 комнаты для тех, кому пойти некуда, как сейчас Айзат. Куда идти, что делать? Отсутствие информации, отсутствие образованности, потом, с моральными этими качелями и абьюзом справиться не каждый из нас сможет. Буквально сегодня я сама, я об этом знала, но это уже доказательство, да, что девушка милиционер и сама подвергается насилию, понимаете, она не может сама себя защитить. Коллеги, которые, не говоря уже о родственниках, есть у нее нету, но есть коллеги, и она сама юрист, да, и получается, нет защиты. Я думаю, дело не только в насилии как таковом, а дело именно в сложности межличностной коммуникации. Каждый человек отстаивает свои собственные границы. Все больше люди отстаивают «я» перед «мы». Все меньше «мы». Все больше как-то защищаться. И чем больше люди защищаются, тем сложнее выстраивать отношения. И чем сложнее выстраивать отношения, тем выше вероятность нарваться на психопата, потому что психопат как раз-таки вот эти границы преодолеет. Понимаете, в чем сложность-то? Нормальный мужик в какой-то момент времени сдастся.
Он скажет, ладно, окей, все, нет, так нет. Угу. А психопату интересно. Понимаете, он пытаться будет еще раз. Год назад криминализацию домашнего насилия ввели и в Узбекистане. Избиения продолжались на протяжении 4 лет. Были и сотрясения мозга, и много крови, и ушибы, и все тело в синяках, и много сломанной мебели, дверей, всего. Помню, когда он первый раз на меня поднял руку, он еще с 5-го этажа за пятку вот так спустил меня до 1-го этажа, я вся покалеченная. Я помню, как он целовал мои ноги, просил прощения, и в итоге я жалела его, успокаивала и ободряла. То есть вот так вот переворачивается ситуация. Акида Махирова уже много лет помогает узбекским женщинам из простых семей бороться за свои права. Она говорит, чем больше таких публичных выступлений будет появляться в интернете, тем увереннее начнут себя чувствовать и обычные девушки. С советских времен было насилие. В семьях дети росли, видя это все и вырастая, сами становились насильниками. Это стало превращаться в традицию. За столько лет у нас сложились неправильные убеждения о том, что женщину надо бить, иначе она избалуется. Чтобы эти вещи остановить, обязательно нужен был закон. Этот закон должен работать, и нужно другим также показывать, что женщина – полноценный член общества. В начале этого года в Узбекистане многих потрясла новость, но со счастливым концом. Впервые еще несовершеннолетняя девушка, которую пытались заставить бросить учебу и выйти замуж, подала в суд на жениха и смогла отстоять свои права. Но это скорее исключение. Семья парня, работающего в миграции в России, помолвили его с девушкой. Потом девушка пошла учиться в университет. Когда парень приезжал, он контролировал ее, каждый раз убеждал бросить учебу. Она отвечала, что хочет учиться и не желает выходить замуж. Когда он стал агрессировать, девушка обратилась в МВД, и ей выдали охранный ордер. После этого парень продолжил за ней ходить и говорил: «Не пойдешь на учебу, я на тебе женюсь, ты ничего не сделаешь». Она обратилась к детскому омбудсмену. Я восхищена была смелостью этой девочки. Сейчас она учится, парня посадили на 15 суток в результате решения суда. Пока мы не изменим мышление, менталитет народа, не будем повышать уровень образования девушек, воспитывать их независимыми, уверенными в себе, проблема насилия в Центральной Азии в ближайшее время не исчезнет. Пока весь Казахстан ждал вынесения приговора убийцы Салтанат Нукеновой, и все говорили о том, что семейное насилие вышло за рамки разумного, в Алма-Аты произошли очередные избиения казахских женщин. Мужчина избивает свою бывшую жену в подъезде. Не менее возмутительным становится и поведение очевидцев, которые никак не помогают женщине. Я свой тренинг посвятила равнодушию людей. 4 человека знали о том, в каком состоянии находится Салтанат. Свидетель Маляр, он писал сообщение администратору, и вот это чудовищное сообщение, вы знаете, оно меня поразило настолько, он же ей написал: «Надеюсь, жена жива». Понимаете, всю эту циничность, равнодушие людей. Если они настолько боялись Бишимбаева, они же могли анонимно позвонить в полицию, в скорую помощь. Вот это равнодушие, оно и убило Салтанат. А эту девушку зовут так же, как жертву Бишимбаева. Она распространила видео в соцсетях со словами, что не хочет стать еще одной убитой Салтанат. Муж, опасаясь, что его прозовут Куандыком, тут же записал видеообращение с оправданиями. В видео вам действительно могло показаться, что я нанес Салтанат сильный удар. Однако действительно я лишь сильно размахнулся. Никаким ударом я ее не бил. Любая из нас может войти в печальную статистику.
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, доведение до самоубийства, убийство по неосторожности. Если все эти цифры сложить, то 400 женщин, по сути, умирают от бытового насилия, от рук своих близких людей. Это очень-очень страшные цифры. Ни одна женщина в Казахстане не может чувствовать себя в безопасности. Брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, вскоре после убийства сестры в ноябре прошлого года создал фонд помощи жертвам домашнего насилия. Сегодня сюда обращаются не только жертвы из Казахстана. Я продолжу работу в части борьбы с насилием. Суд закончится, но моя благодарность людям за их поддержку, она не закончится. И это то, как я могу делом показать свою благодарность. Так много сил, энергии и времени отдали этому суду и в целом за все полгода с ноября месяца. Когда проходит присяжный заседатель, все камеры смотрят в потолок. Никто, а остальные сотовые телефоны опускаем вниз. Приговор Куандык Кубишимбаеву суд присяжных вынес 13 мая. Убийцу ждут 24 года в тюрьме. Свою третью жену Салтанат Нукенову он избивал в течение 8 часов на почве ревности. Потом оставил ее в одной из вип-кабинок, думая, что она спит. Девушка умерла от огромного количества травм. Отец Салтанат, конечно же, ждал другого приговора – пожизненного. Смерть единственной дочери, по словам брата девушки, отец переносит сложнее всех. Она была папиной дочь, папина принцесса. Он с самого детства берегал, любил. И для него это все просто невыносимо. Абсолютно невыносимо. Маме, конечно, тоже не ужасно тяжело, но здесь с мамой, видите, наши мужчины более закрыты, они не говорят о переживаниях, о боли, а мы с мамой разговариваем об этом. Поэтому в какой-то степени она проживает это, выпускает эти эмоции, какие-то вещи даже делаем с ней. То, что я прохожу с психологами, я с ней повторяю. К сожалению, они пока оба не готовы обратиться за психологической поддержкой. Это дело, которое повлияло на много судеб, потому что сейчас женщины, которые молчали годами, они выходят из отношений, в которых их убивали. Я думаю, что оно должно быть резонансным именно с этой стороны, чтобы голос женщин наконец услышали. Потому что всегда было принято, что бытовое насилие происходит в каких-то неблагополучных, маргинальных семьях. Но это же не так. Наконец-то люди сняли розовые очки и перестанут винить самих жертв. Потому что вины жертвы в абьюзе нет. Виноват всегда только абьюзер. Сегодня вечером в доме Бермет будет спокойно. Человек, который 15 лет был ее мужем и с которым в прошлом году их развел суд, сейчас находится в милиции. С 2019 года я писала заявление в милицию. Реакции никакой не было. Они его арестовывали на 2-3 дня, привлекали к общественным работам и потом опять отпускали. И когда он возвращался, все снова продолжалось. Побои, ссоры. В 2023 году я попала в кризисный центр Сезим. И с их помощью я подала на развод. Суд вынес решение, но ему оно ни о чем не говорило. Он приходил снова и жил тут. Но когда он мне на днях угрожал, что зарежет, мне пришлось поставить точку. То, что через несколько дней бывший муж не придет снова, никто гарантировать не может. Переехать в другое место она пока тоже не в состоянии, нет денег. А за эти комнаты уплачено до конца месяца. Много раз поставленные точки в отношениях так превращались в многоточие. Бывало, я убегала, а он снова нас находил и оставался против нашей воли жить с нами. Время так шло. Младший сын родился, но ссоры все так же продолжались. Мне казалось, что он исправится. Надеялась, молилась, но не получилось. Я поняла, что нельзя обобщать все случаи в одно. Да? В одном случае это милиция бездействовала. В другой ситуации она не сообщала, боялась, допустим. Да? А в третьей ситуации милиция выезжала, реагировала, но она забирала каждый раз свое заявление, потому что с ней параллельно не работали социальные службы, там надо ее саму уже реабилитировать, чтобы она все-таки решилась, да, жить отдельно от мужа с детьми. Да? Там есть случаи, когда вот ее такая, знаете, созависимость такая вынужденная, да, когда уже
Женщина настолько психологически травмирована, что она себя ведет как, знаете, как военнопленная, да, там, то есть она ментально, да, она физически свободна, но ментально она не может от него освободиться, потому что там очень много других привязанностей. Кыргызстан подписал конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, подписали конвенцию о ребенке, конвенцию против пыток. Государству огромные деньги приходят в грантовой поддержке для того, чтобы именно эти стандарты у нас внедрялись. Но, к сожалению, что в милиции, что в социальной сфере большая, да, как бы сменяемость кадров, и мы видим, что нет сотрудников, которые проходили бы специальное обучение и знали себя, как вести, не издеваться и не хамить, и не грубить. Женщина понимает, что она будет бороться за себя, за свою безопасность, чтобы завтра не быть убитой, как Салтанат, или как Рахима, или как Айзада, Брулай. Там, да, у нас, к сожалению, пальцев не хватит пересчитать. Эту женщину зовут Рахима. Она развелась с мужем много лет назад. Ее хорошо знали и поддерживали правозащитники. На какое-то время Рахима уезжала на заработки в Россию, но быстро вернулась к детям. Очень хотела уехать. Позвонила своим детям и сказала: «Я еду обратно, что вам привезти?» Они сразу же ответили: «Нам ничего не надо там работать и деньги зарабатывать. Чтобы нам что-то купить, ты нам нужна». После своего возвращения она познакомилась с человеком, с которым хотела связать свою жизнь. Мы не знали про личную жизнь хорошо, просто она говорила, что вот встретила человека, хотела выйти за ним, ну, как бы стала с ним жить, там вышла как бы через некий замуж, но есть проблемы, что вот с его стороны есть определенное давление, да, но она сказала, что она с ним вот развелась. Мы потом узнали, что он ее избивал, да, что бил сковородкой, что она потеряла сознание, что он ее там преследовал, да. В целом она, как и все остальные женщины, она скрывалась, стеснялась, не говорила, как бы ей было стыдно, что она находится в такой ситуации, да. И она создавала вот такой образ очень благополучной женщины. Работая здесь, я купила этот участок. На сэкономленные деньги по частям то цемент привезу, то на пескоблок направлю средства, древесину покупаю. Можно сказать, работая надомницей, построила этот дом. Многие дети растут, не видя отцовской ласки. А если они еще лишаются материнской ласки, каким будет их будущее? Сейчас трое сирот снова живут с бабушкой. И второй мужчина, на которого она возлагала надежды, предал ее, нанеся 27 ударов ножом с особой жестокостью. Больно осознавать, что теперь никакими сладостями и игрушками уже не залечить огромную рану в сердце детей. И им еще предстоит научиться снова верить людям.